Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Добро пожаловать ко мне на канал. Природные явления Турцию никак не хотят оставить в покое. Вчера у нас показалось солнышко на 2 часа и опять 25. Опять ветрище, опять вот этот ветер с моря невозможный. Это еще один минус проживания возле моря. Постоянный вот этот шторм, постоянный этот ветер. Так что прежде чем покупать в море квартиру или дом, хорошо подумайте. В этом видео я вам расскажу самые распространенные заблуждения о Турции от тех людей, которые здесь никогда не были. Русских девушек продают в рабство. Когда я собиралась сюда выходить замуж, в Турции я до этого никогда не была, и моя подруга все за меня переживала и нагоняла мне такую жуть, говорила: ой, да куда ты едешь, ты что, с ума сошла? Вот заберут у тебя паспорт, пойдешь работать и продадут тебя, и в общем, что она мне только не говорила. Это, конечно же, абсолютно не так. Да, в Турции есть ночные заведения, где посещают только мужчины, и там работают женщины за деньги, конечно же, добровольно. Это заведение называется павьон, там нету окон, там нету часов. Это та же психология, что и в казино. Почему нету часов и окон? Для того, чтобы человек терялся во временном пространстве и не понимал, сейчас день, ночь, сколько времени и все такое. Но, естественно, когда вы познакомились с турком, особенно в интернете, вы ничего о нем не знаете и собираетесь ехать сюда, в Турцию, то здесь, конечно, нужно перестраховаться, потому что случаи бывают разные, люди бывают разные, но эта ситуация, в принципе, и во всем мире. В Турции очень уважительно относятся к женщинам. Это очень хорошо отслеживается в воспитании. Если вам интересно воспитание детей в Турции, в описании под видео оставлю ссылочку. Заходите, смотрите. По этому поводу здесь очень строгие законы. Раньше даже в недавние времена любая женщина могла показать пальцем, и мужчину без суда и следствия могли просто посадить. Сейчас, в принципе, ситуация не особо отличается, и турецкие мужчины даже побаиваются женщин, и чтобы здесь с глазу на глаз напрямую познакомиться, здесь такое бывает очень редко. Здесь распространено сватовство, это через кого-то, где-то, как-то, в общем, так знакомиться. По интернету, либо здесь много всяких разных сайтов есть. В дневное время суток в Турции, конечно, к вам никто не пристанет, и уж тем более не будет домогаться. Но если вы после 12 ночи, такая шикарная женщина, там видать, тут видать, на каблучках, вдоль по Питерской, то, конечно, и еще тем более зайти в бар, то, конечно, Бог вам в помощь. Потому что приличные женщины здесь, даже если и ходят в бар, они ходят рядом с друзьями, с братьями, с мужем, в общем, ну, чтобы рядом был человек мужского пола. Многоженство. Турция – это светская страна, и по закону мужчина имеет право только на одну женщину, на одну жену. Если вам интересно, как выйти замуж за турка и какие собрать документы, также в описании оставлю ссылочку, есть подробное целое видео. Но если вы неофициально женаты, а прошли только имам никах, то опять же Бог вам в помощь, потому что очень много мусульманских мужчин недобросовестных, которые вот так молодым девушкам вешают лапшу: и мы сейчас с тобой пройдем, и ты будешь моя жена. На самом деле, по факту она получается никто. В Турции все законы на стороне жены. И если жена предоставит доказательства о существовании второй жены, либо любовницы, то этому мужу турецкому очень даже не поздоровится. И скажу вам по секрету, турецкие мужчины стараются не заводить себе любовниц, а уж тем более вторых жен. А уж если совсем не втерпешь и прям так хочется изменить, то они пользуются услугами Турция отстает по уровню образования. Здесь школьное образование обязательно для всех детей и подростков от 6 до 18 лет.
Школа здесь начинается с 6 лет. Об этом тоже у меня есть на канале полное подробное видео. Заходите, смотрите. И если вашему ребенку исполнилось 6 лет, и вы по каким-то своим соображениям не хотите его отдавать, а хотите, чтобы он у вас пошел в школу с 7 лет, то к вам будут звонить, приходить все инстанции для того, чтобы вы обязались отдать ребенка в школу. Если вы все равно настаиваете на 7 годах, то нужно идти к психологу, и если он посчитает нужным, что вашему ребенку нужно пойти в 7 лет, то он вам даст заключение. Если он вам заключение не даст, то вы обязаны отдать ребенка с 6 лет. Здесь образованием большинство недовольны граждане Российской Федерации, потому что здесь образование совершенно другое, совершенно не похожее на то, что мы привыкли. Здесь программа тоже совершенно другая. В основном большой уклон идет на математику. И программу детям просто разжевывают, кладут в рот, и им остается только проглотить. Высших заведений по всей Турции больше сотни, и часть из них, которые известны во всем мире. И высший диплом о высшем образовании тоже котируется во всем мире. Здесь как-то я наткнулась на программу в Ютубе, где журналисты или ютуберы, не знаю, в общем, ходили по улицам и опрашивали подростков. На всякие разные темы, разные вопросы задавали, и мне очень понравилось. Они настолько, подростки эти, разносторонние, настолько интересные ответы они давали по поводу Америки, по поводу России, в общем, про политику, про историю. Ответы были мне очень понравились. Молодцы, грамотная молодежь.